Добрый день! Я приветствую вас на канале Рецепты от Танюшки. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусные домашние сырники. Жирность творога не имеет особого значения. Это на ваш вкус и выбор. Творог может быть и с нулевым процентом жирности, но он может быть очень мокрый, влажный. Вкуснее, на мой взгляд, получаются сырники из творога 9% жирности. Вот в мой конкретно творог я вбиваю 2 яйца. Сразу можно всыпать 2-3 ложки сахара, в зависимости от личного предпочтения. Кстати, можно сделать даже сырники с солью, попробуйте. Со сметаной или сладким чаем будет очень интересное вкусовое сочетание. Еще и обязательно добавляю 1 пакетик ванилина или ванильного сахара. Все, никаких крахмалов, разрыхлителей, соды, уксуса и ничего другого я не добавляю. Перемешивая творог, хорошенько разминаем его ложкой, чтобы не было больших комочков. Все компоненты у вас должны подружиться. Разминаем творог до того, как мы туда добавим муку. Миксером пользоваться нежелательно, потому что текстура творога превратится в пасту, а нам этого допускать нельзя. Получается вот такая равномерная масса. Все делается быстро. Ложку удобно держать вот так. Создается у вас необходимое усилие для эффективной разбивки больших комков творога. Теперь мы будем добавлять муку. Я люблю использовать муку макфа. У меня с ней вся выпечка получается замечательно. Но у вас есть наверняка свой любимый производитель муки, поэтому вы берете ту муку, которая есть в ваших закромах. Никогда муку не взвешиваю. Считаю это бессмысленно, потому что каждый раз творог имеет разную влажность. И решаю вопрос, сколько ее насыпать по ходу изготовления сырников. Вы будете знать, как выглядит ваше тесто, и всегда насыпите нужное количество муки. Муку я не просеиваю, но насыщаю кислородом, взрыхляя ее ложкой прямо внутри бумажного пакета. Так экономится и время готовки, и уменьшается количество перепачканной посуды при одинаковом результате. Итак, подсыпаем муку 2 этапами. Всыпали 2 столовые ложки, перемешали, оцениваем смесь на шарообразность. Если пока за ложкой шар не ходит, еще всыпаем 1-2 ложки муки, опять вымешиваем и смотрим. Если при повороте ложкой образуется вот такой шар, то больше муки вам не нужно. У нас сырники, где мука только связующий, но не главный компонент. Чем больше муки, тем плотнее тесто и тем менее вкусные получаются сырники. Сейчас вы видите результат смешивания всех компонентов. Из этой смеси можно смело формировать сырники. Муку мы еще будем использовать для внешнего оформления сырников. На тарелку насыпаем муку слоем примерно 1 см. Здесь, в этой муке, наши сырники приобретут окончательную форму перед жаркой. Смачиваем руки водичкой, берем смесь ложкой, снимаем в ладонь, формируем сырник. Вот такая форма хороша, почти как колобок. Кладем его на муку, обваливаем со всех сторон и так делаем следующий. Внимание! На тарелке колобки не расплющиваем. Формируйте сырники на 1 закладку в сковороду. Отправили в жарку с тарелки, делайте следующую порцию. Вы будете видеть, сколько у вас таких сырников на сковородке уместилось, столько и формируйте на следующую закладку. У меня, например, вмещается 6-7 штук. Огонь под сковородой делаем сильный. Это для того, чтобы сырники не набирали растительное масло в себя, а только чтобы создавалась корочка вокруг сырника. Но пока в сковороде масло прогревается, мы готовим и обваливаем в муке наши шарики. Как проверить, можно уже класть сырник на сковороду или нет? Технология простая. Брызнули сюда несколько капель воды. Как только начнут пузырьки давать звук, вы будете знать, что уже масло нагрелось и сырник можно класть на сковороду. То есть появляется характерный звук потрескивания. Перед отправкой сырника на сковороду вы его слегка расплющиваете, стряхиваете лишнюю муку вот так. Теперь еще один маленький секретик.
уходить далеко от сковороды не надо, потому что жарятся сырники очень быстро. Масло должно быть видимым на поверхности сковороды, и оно там как бы кипит по краю сырников. Вот здесь совсем видно, что масла не хватает, поэтому в этих местах нам нужно чуть-чуть его добавить. То есть процесс обжарки должен происходить равномерно со всех сторон. Следите за тем, чтобы огонь был у вас по центру сковороды. Напоминаю, огонь у меня сильный. Если вы чувствуете, что ваши сырники будут пригорать и у вас не чугунная сковорода, можете его немножко уменьшить. Но при этом масло не должно у вас дымиться. Пока эти поджариваются сырники с одной стороны, мы берем, смачиваем руки и закладываем следующую закладочку шариков на тарелку с мукой. Вот от наших сырничков пошел запах. Это значит, что сырнички снизу уже хорошо прогреваются. Мы не зеваем, а быстренько делаем свои следующие 7 шариков. Сырники пора уже переворачивать. Обращаю ваше внимание, что руки должны быть сухие. Если с влажных рук упадут капельки на сковороду, то они отскочат рикошетом и могут обжечь. Смотрите, просто вилочкой от себя раз, раз. Если в направлении падения сырника какие-то капельки брызгающего масла получится, то они не полетят в вашу сторону. Детей желательно, когда вы жарите сырники, убрать подальше, потому что кипящее масло может брызнуть, и это опасно. И опять смотрим. Вот мы перевернули сырники, и что у нас происходит? Здесь у нас везде вокруг масла достаточно, оно булькает, оно кипит вокруг контура. А вот здесь у нас его явно не хватает. Мы чуть-чуть добавляем, и тут можно чуть-чуть, все. На второй стороне сырники жарятся гораздо быстрее, чем на первой, потому что сырник уже при жарке на одной стороне достаточно прогревается, и процесс жарки происходит гораздо быстрее. Сюда будем убирать наши готовые сырники, и еще люблю их посыпать сахарной пудрой, но можно этого и не делать. Если мы переворачивали сырники вилкой, то убирать их из сковороды в тарелку лучше маслосъемной лопаткой. Обратите внимание, какой он красивый и румяный, он готов. Жира на нем практически нет. Мне даже не нужно их помещать в какие-то бумажные салфетки, потому что масло, как было в сковородке, там так и осталось. Это благодаря тому, что мы хорошо прогрели сковороду с маслом, а после этого отправили туда сырники. И еще один секрет. Когда масло сильно нагревается, его нужно обязательно разбавлять свежим, холодным растительным маслом. Для чего? Для того, чтобы оно не полимеризовалось, чтобы не образовывалась пленка. Теперь мы опять берем наши сырнички и ставим следующую закладку. При высокой температуре растительное масло, так же как и другие масла, имеет свою температуру полимеризации, после чего оно становится по свойству как полиэтиленовая пленка. Вот почему опасно кушать в фастфуде. Там масло меняют они редко и готовят очень много в нем порций. В результате оно перегревается, становится вредным для организма, потому что в нем появляются канцерогены. Если вы каждый раз будете подливать свежую порцию масла, сырники от этого жирными не будут становиться, потому что у вас все равно раскаленная сейчас сковорода, и быстро образуется защитная корочка. И эта корочка защищает от того, что масло не поднимается по капиллярам внутрь сырников. Сырники жирными не будут. Мы успели приготовить оставшиеся сырники и можем их переворачивать. Смотрите, важно не передержать, они не должны быть темными или обугленными. Вот такого цвета должна быть корочка. Старайтесь их разместить ближе к центру, потому что у нас по центру огонь. Плохо, когда у вас одни будут по краям бледные, как поганки, а те, которые в центре, будут по цвету, как угольки. Посмотрите, какие пышные, румяненькие, ничего лишнего. Немного сахара, ванилин для того, чтобы были ароматнее, 2 яйца, буквально 2-3 ложки муки всего. Все, прекрасный завтрак со сметанкой, йогуртом, с джемом, с медом, с чем хотите.
2 сырника съели и наелись. Еще один секрет. Если вы сделали смесь для сырников и ее много, и вы не хотите жарить все сразу, то можно обернуть пищевую пленку в миску, чтобы не терялась влага и не образовывались корочки. И эту миску ставим в холодильник, но в течение суток мы можем пожарить вторую порцию сырников. Смотрите, нужно стремиться, чтобы снизу сырник не был темнее, чем сверху, то есть одинаковый цвет с обеих сторон. Можете подглядывать вилкой сколько хотите. У меня сейчас масла вроде много, но для того, чтобы не полимеризовалось, видите, я еще доливаю. Не страшно, что я все это потом вылью. Оно просто вымоется потом вместе с сковородкой. Но я думаю, что нужно не масло жалеть, а действовать в пользу своего здоровья. Часто спрашивают, такие сырники можно ли запекать в духовке? Можно, но нужно обязательно размещать их на пергаменте. Пергамент хорошо смазать растительным маслом или обильно посыпать мукой, чтобы они не прилипли к бумаге. Единственный минус, что у вас не будет такой румяной корочки, которую дает жарко. Но они будут более сухие, потому что в духовке влага вся из творога испарится из сырников. Последние 2 штучки жарятся в центре. Они пожарятся еще быстрее, чем жарились 7 штук, потому что температура вокруг них намного выше. В это время вам важно не отлучаться от сковороды. Смотрите, я не успела их положить, а они уже подрумянились. Если планируете отходить куда-то, то будьте готовы, что у вас будут очень темные стороны сырников. То есть творог будет не обжариваться, а будет гореть. Сырники готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новенькие рецепты. Я буду делиться с вами своими кулинарными секретиками. Пока!